Привет, друзья! Пока вся Германия обсуждает последствия последних реформ, Фридрих Мерц решил четко обозначить свои карьерные планы. Несмотря на то, что канцлеру уже исполнилось 70, он официально заявил, уходить на покой в ближайшие годы он не собирается. Более того, Мерц открыто рассматривает возможность баллотироваться на второй срок в 2029 году. Цитата: «Собираясь работать долго», — отметил он в недавнем интервью, давая понять оппонентам, что списывать его со счетов из-за возраста преждевременно. К вопросам возраста он относится с иронией, ссылаясь на семейную историю. Его отцу в январе исполнился 101 год, и для Мерца это дополнительный аргумент в пользу собственной выносливости. Уверенность канцлера заметна и в его публичных выступлениях. На одной из встреч он заявил соратнику, что рассчитывает продолжить работу и в перспективе нескольких лет, добавив, что текущие решения покажут свою значимость со временем. Эту вот линию поддерживает и генсек ХДС Христианско-демократического союза Карстен Линнеман. Он подчеркнул, что у Мерца есть серьезный запас энергии для работы в большой политике. По словам Линнемана, сочетание опыта и работоспособности позволяет канцлеру выстраивать стратегию развития страны на длительный период. Для нас это сигнал. Текущий курс правительства рассматривается как часть более долгосрочного подхода. И сегодня мы разберем, какие именно решения могут стать следующими шагами в этой стратегии. Но, несмотря на уверенность канцлера, генсек ХДС Линнеман вносит нотку прагматизма. Официально выдвигать Мерца на второй срок прямо сейчас преждевременно. По его словам, в текущем 2026 году этот вопрос в повестке не стоит, хотя внутри партии его перспективы активно обсуждаются. Интересно взглянуть на исторический масштаб. Мерц уже стал самым востребованным главой правительства со времен Конрада Аденауэра, который покинул свой пост в 87 лет. Учитывая, что Фридрих Мерц занял кресло канцлера 6 мая 2025 года, его амбиции оставаться в политике длительное время можно рассматривать как стремление к долгосрочному политическому влиянию. Сегодня важно его свежее программное заявление, сделанное в политическую пепельную среду. Канцлер затронул одну из чувствительных тем современного немецкого общества – это отношение к труду. Его риторика становится более прямой, он критикует распространение 4-дневной рабочей недели и более гибкого формата занятости. Цитата: «Все это прекрасно», — отметил канцлер, «но если мы хотим сохранить наше благосостояние, необходимо добиваться устойчивых результатов». Это заметный такой идеологический сдвиг. Мерц проводит сравнение с предыдущими поколениями, которые восстанавливали страну после войны. По его мнению, экономический успех Германии во многом был основан именно на высокой трудовой вовлеченности. Фактически речь идет о призыве к более активному участию в экономике. И хотя канцлер подчеркивает, что речь не идет о принуждении или новых ограничениях, а о мотивации к работе, в этих заявлениях все-таки многие видят сигнал о возможном пересмотре подходов к социальным льготам и рабочему времени. Это изменение курса, к которому стоит внимательно присмотреться всем работающим жителям страны сегодня. Чтобы разговоры канцлера о трудовой этике не остались просто словами, правительство переходит к конкретным финансовым инструментам, которые должны привязать ваше благосостояние к долгосрочному планированию. На смену провальной и перегруженной бюрократии системе Riester-Rente в Германии приходит принципиально новый механизм – это государственный пенсионный депозит. И хотя многие по привычке относятся к подобным инициативам со скепсисом, для семей с детьми здесь открывается заметное окно такой возможности, которое редко предлагают коммерческие банки. Реформа, вступающая в полную силу с 2027 года, меняет саму логику накопления. Теперь государство поощряет не только объем вложенных средств, но и дисциплину и регулярность взносов. Главный козырь новой системы – это прямые бюджетные доплаты, которые могут существенно увеличить ваши вложения. Например, если вы откладываете на свой личный пенсионный счет всего 30 евро в месяц, то за год ваше личное вложение составит 360 евро. К этой сумме государство добавляет еще базовый бонус в размере 180 евро.
Это может означать прибавку примерно в 50% внесенной вами сумме. То есть показатель, который сложно получить на открытом фондовом рынке без повышенных рисков. Но наиболее ощутимый эффект получают именно родители. В старой системе расчет детских надбавок был настолько запутанным, что многие просто отказывались от участия. Теперь же правила упростили. Чтобы получить от государства дополнительные 300 евро на ребенка, достаточно вносить на депозит минимальную сумму – около 25 евро ежемесячно. Давайте посчитаем на примере мамы с одним ребенком. Вложив за год свои 360 евро, она получает сверху 180 евро базовой надбавки и еще 300 евро за ребенка. Итого на счету оказывается 840 евро. Фантастически! Государственное софинансирование открывает значительную часть накоплений, формируя капитал, который защищен от текущего налогообложения до момента выхода на пенсию. Если разложить этот финансовый пасьянс по полочкам, перед нами открывается показательная картина. На каждый евро, который вы выделили из семейного бюджета, государство в ряде случаев добавляет сверху еще около 1 евро 33 центов. Это очень высокий уровень софинансирования, который в инвестиционной среде часто сравнивают с эффектом бесплатного плеча. Эти средства не будут лежать без движения, они также направляются в биржевые фонды, привязанные к мировым индексам. При горизонте планирования в 20-30 лет именно за счет таких бюджетных вливаний может формироваться капитал без чрезмерной нагрузки на текущий бюджет. Единственное но – эта система не включается автоматически, вам все-таки придется самостоятельно выбрать провайдера и открыть этот самый накопительный счет, иначе все эти субсидии просто пройдут мимо. Еще более заметный шаг – это создание финансовой базы для детей с 6-летнего возраста. С 2027 года правительство внедряет механизм, напоминающий по логике долгосрочные накопительные счета. На персональный счет ребенка до совершеннолетия будут поступать по 10 евро в месяц. Кажется, вроде бы немного, но здесь вступает в силу эффект долгосрочного накопления. Если вы, как родители, добавите к этому хотя бы такую же сумму, то к моменту выхода на пенсию накопления могут достигать очень существенных значений при благоприятной рыночной динамике. Это попытка государства сформировать поколение с собственным капиталом, менее зависимое от демографических изменений и состояния пенсионной системы. Самый острый момент реформы – это отказ от гарантии сохранности вложенного капитала, которая долгое время считалась базовым стандартом. Раньше, вы знаете, страховые компании были обязаны обеспечивать возврат внесенных средств. Звучит как бы безопасно, но на практике это ограничивало саму доходность. Фонды были вынуждены вкладываться в максимально надежные, но низкодоходные инструменты. В результате инфляция часто снижала эту реальную ценность накоплений. Теперь же этот барьер полностью снимается, это означает более высокий риск, но одновременно открывает доступ к потенциально более высокой доходности фондового рынка. Для молодых семей с долгим горизонтом планирования колебания рынка могут быть частью естественного процесса, который со временем все-таки компенсируется ростом и государственными стимулами. Но пока правительство Мерца переписывает правила игры в ваших пенсионных отчетах, Брюссель решил вплотную заняться тем, что вы каждый день кладете в свою корзину в супермаркете. На самом деле мало кто из вас осознает масштаб грядущих перемен, но с марта текущего года в Евросоюзе вступили в силу более строгие регламенты по честной эко-маркировке, то есть практики, при которой экологические свойства товара могут быть преувеличены или поданы без достаточных оснований. Вы наверняка замечали, на полках стоят шампуни с надписями 100% натурально, хотя состав вызывает все-таки вопросы, или стиральные порошки, которые позиционируются как климатически нейтральные, без прозрачного подтверждения. В отдельных случаях бренды действительно используют визуальные и маркетинговые приемы, создавая у покупателя ощущение экологичности и повышая цену товара. Теперь таким маркетинговым подходом существенно ограничивают пространство. Евросоюз принял директиву, которая запрещает использовать
Зеленые заявления без подтверждения. Это не косметическая какая-то правка, а введение более жестких требований к экологическим утверждениям. Уже в ближайшие месяцы производители обязаны либо пересмотреть свои формулировки, либо предоставить подтверждение заявленных характеристик. Если же бренд говорит о своей эко-дружелюбности, за этим должен стоять проверяемый аудит или сертификация. Главная цель этого документа – это повысить прозрачность для нас с вами потребителя и снизить риск переплат за сомнительные заявления. Властям важно, чтобы у покупателя была понятная и проверенная информация, независимо от того, покупает ли он товар в магазине или через интернет. То есть, по сути, Евросоюз вводит строгий стандарт маркировки, где за экологические заявления компании несут юридическую ответственность. Для нас это означает, что требования к зеленым заявлениям становятся намного жестче, и за визуальными обещаниями на упаковке все чаще должны стоять реальные подтверждения. В Брюсселе этот шаг называют не просто хорошей новостью, а масштабной попыткой очистить сам рынок от спорных маркетинговых практик, которые годами увеличивали расходы потребителей. Комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил: потребитель должен получить возможность делать выбор, опираясь на проверяемые данные, а не только на рекламные формулировки. Чтобы вы понимали масштаб проблемы, в Германии до недавнего времени существовало более 230 различных экологических знаков и логотипов. И примечательно, что значительная часть из них либо не проходила независимую проверку, либо создавалась самими компаниями для позиционирования своей продукции. Теперь же немецкие власти вводят более строгий контроль. Такие обобщенные формулировки, как экологичный, зеленый или дружественной природе, попадают под ограничения. Если на упаковке указано «био», компания обязана подтвердить это своей сертификацией, например, через систему Евролепесток или аналогичные стандарты. Юридическая суть реформы состоит в том, что за экологические требования производитель несет ответственность. Если раньше подобные формулировки могли использоваться как элемент маркетинга, то теперь же за их необоснованное применение предусмотрены санкции, вплоть до штрафов, которые могут достигать значительной доли годового оборота компании. Но наиболее заметное изменение касается именно практики компенсации выбросов. Ранее некоторые компании заявляли о климатической нейтральности, компенсируя выбросы через проекты за пределами Европейского Союза. Теперь же такие заявления существенно ограничиваются. Новые правила запрещают использовать формулировку «нейтральный», если она основана исключительно на внешних компенсационных механизмах. Власти сегодня делают акцент на реальном снижении выбросов, то есть модернизация производства, оптимизация логистики и сокращение воздействия на окружающую среду непосредственно здесь, на местах. Это означает, что компаниям придется активнее инвестировать в экологические технологии, а не только в коммуникацию и маркетинг. В этой такой масштабной реформе рынка есть и пункт, который коснется каждого, кто покупает бытовую технику или электронику. Евросоюз вводит единый стандарт маркировок добровольной гарантии. Раньше как было? Вы покупаете стиральную машину или дорогой смартфон, и производитель где-нибудь в инструкции мелким шрифтом прописывает условия сервиса. Теперь все меняется. С сентября 2026 года на упаковках появится крупный унифицированный значок. Покупатель должен с первого взгляда понимать, предоставляет ли бренд дополнительную гарантию сверх обязательных 2 лет или ограничивается базовыми условиями. Это попытка изменить подход к потреблению и сократить практику частой замены техники. Но самое чувствительное место реформы связано с вопросом ремонтопригодности. Вы наверняка неоднократно сталкивались с ситуацией, когда в сервисном центре вам говорят: устройство не подлежит ремонту, проще купить новое. Теперь же подобные утверждения должны быть обоснованы. Под ограничение попадает и практика, при которой потребителя фактически подталкивают к покупке новых расходников. Речь идет, например, о чипах в картриджах принтеров или датчиках в фильтрах, которые ограничивают использование деталей. С осени 2026 года такие решения попадают под более жесткое регулирование. Власти требуют большей прозрачности, то есть если устройство можно отремонтировать, производитель должен обеспечить доступ к информации и запчастям.
Юридический таймлайн реформы выглядит так. С 27 марта текущего года Германия и другие страны ЕС уже внедрили эти правила в национальных законодательствах, а ключевая дата для бизнеса 27 сентября, то есть когда новые требования начнут применяться на практике. С этого момента за недостоверное заявление об экологичности или ремонтопригодности предусмотрены санкции, включая значительные штрафы. В отдельных случаях речь может идти о дополнительных мерах, например, таких как ограничение участия в государственных тендерах. По сути, Брюссель выстраивает систему защиты потребителя, объединяя эту директиву с правом на ремонт и новыми нормами экологичного дизайна. Это серьезный такой шаг к изменению модели производства, где срок службы товаров становится важным элементом конкуренции. Многие до сих пор не до конца все-таки понимают, как именно изменилась правовая ситуация в Германии с 1 января 2026. Сейчас под вниманием государства находится около 34 миллионов мужчин. Суть в том, что для граждан мужского пола, планирующих покинуть страну на длительный срок более 3 месяцев, в отдельных случаях может требоваться предварительное взаимодействие с соответствующими структурами, включая центры карьеры Бундесвера. Речь идет о нормах, связанных с законом о воинской обязанности, которые продолжают действовать и в мирное время. Юридическая основа этого вопроса действительно закреплена в положениях закона о воинской обязанности. В нем четко указано, что отдельные механизмы учета и контроля могут применяться независимо от наличия чрезвычайных обстоятельств. Однако здесь важно понимать, речь идет не о повсеместном запрете на выезд, а именно о правовых обязанностях в рамках учета лиц призывного возраста. Эти нормы могут касаться граждан, подпадающих под соответствующие категории, включая молодых людей, начиная примерно с 17 лет. Чтобы оценить этот весь масштаб, важно разделять разные процедуры. Например, заполнение анкет или взаимодействие с Бундесвером чаще относятся к учетным и информационным мерам. А вот вопросы выезда за границу регулируются отдельно и зависят от конкретной ситуации. Это означает, что для большинства граждан речь не идет о прямом каком-то ограничении свободы передвижения. Однако игнорирование действующих требований может привести к юридическим сложностям. Если вы планируете длительную поездку, например, командировку, учебу или проживание за рубежом, разумно заранее уточнить актуальные требования и процедуры. Это позволит избежать возможных недоразумений и обеспечить соблюдение всех формальностей в рамках действующего законодательства. Официальная позиция Министерства обороны Германии лишь подчеркивает серьезность обсуждаемой темы. Пресс-секретарь ведомства подтвердила, что норма о контроле выезда применяется с начала года. Причина названа предельно прагматично. Государству важно понимать доступный мобилизационный ресурс на случай чрезвычайной ситуации, то есть Бундесвер стремится учитывать тех, кто находится за пределами страны на длительный срок. Речь идет не просто о статистике, а о попытке систематизировать воинский учет в более широком масштабе. Впрочем, на текущий момент ведомство старается снизить градус этой тревоги, воинская служба по-прежнему остается добровольной, а центры карьеры, как правило, выдают разрешение на выезд. Юридически это выглядит скорее как уведомительная процедура с формальным подтверждением. Если вы планируете учебу, например, в Соединенных Штатах Америки или длительный контракт в Азии, прямых ограничений на выезд нет. Однако в Минобороне дают оговорку, цитата: «В зависимости от политической обстановки подход может корректироваться». Это означает, что сам механизм уже предусмотрен и при необходимости может быть ужесточен на уровне решения властей. Само министерство характеризует последствия этого правила как потенциально значимое, признавая, что оно затрагивает чувствительную сферу именно личных свобод. Чтобы избежать перегрузки системы, в Берлине готовят перечень исключений. Ожидается, что в него войдут отдельные категории профессий и образовательных программ, но детали пока не раскрываются. Это показательный момент. Сначала вводится общий механизм регулирования, а уже затем уточняются его границы. Если вы относитесь к призывному возрасту, разумно заранее уточнить требования перед вашей поездкой. Пока система работает в таком мягком формате, получить необходимое подтверждение, конечно же, значительно проще. На сегодняшний день ситуация выглядит так. Пока чиновники в Берлине обсуждают, кого именно освободить от этой обязанности, под действие нормы могут попадать мужчины, достигшие 17 лет.
В экспертных и политических кругах все-таки допускают, что в список исключений со временем могут включить тех, кто официально отказался от службы по убеждениям совести, признан негодным по здоровью, или студентов, участвующих в европейских программах обмена вроде Erasmus. Но важно подчеркнуть, пока это лишь обсуждаемые варианты. Юридически на данный момент четкий перечень исключений окончательно не закреплен. Давайте оценим масштаб возможных последствий. По данным Федерального статистического ведомства Destatis, в Германии проживает почти 34 миллиона мужчин старше 17 лет. И здесь кроется ключевой момент. Действующая норма не всегда проводит четкое разграничение между теми, кто проходил службу, и теми, кто с ней не сталкивался. Даже если человек не имел отношения к военной системе, формально он может попадать под требования учета при длительном выезде. И важное уточнение, которое поможет многим выдохнуть. Обычные поездки, отпуск на 2-3 недели или краткая какая-то командировка под эти правила, как правило, не попадают. Ориентиром считается срок около 3 месяцев. Но если речь идет о более длительном пребывании за границей, учебе, рабочем контракте или длительном путешествии, рекомендуется заранее уточнять требования и при необходимости оформлять соответствующие документы. Пока Министерство обороны не утвердило эти все детали системы, попытка игнорировать эти процедуры может привести к административным сложностям. Длительное пребывание за пределами Германии все чаще рассматривается через призму именно учета, и к этому стоит относиться внимательно, чтобы избежать возможных юридических последствий. Пока одни пакуют чемоданы и запрашивают разрешение на выезд, другие все-таки пытаются понять, на каком же уровне немецкой социальной лестницы они находятся со своим банковским счетом. В вопросах личных финансов Германия сейчас переживает момент серьезного пересмотра. Федеральное статистическое управление Destatis опубликовало свежий срез по доходам, который позволяет каждому работающему на полную ставку увидеть свое реальное место в социальной иерархии. Главный вопрос, который волнует амбициозный средний класс: какая же сумма в расчетном листке является входным билетом в те самые заветные топ-10% самых богатых жителей страны? Официальные цифры за прошлый год на первый взгляд выглядят оптимистично. Средний заработок обычного штатного сотрудника в Германии составляет 64 441 евро брутто. Но я хочу предостеречь вас от этой эйфории. Эта цифра заметно искажается реальностью. В статистике есть такой, скажем так, эффект средней температуры по больнице, когда сверхдоходы топ-менеджеров и банкиров смещают показатели вверх для всех остальных. Гораздо честнее смотреть на так называемую медиану. Это та самая точка, которая делит работающее население ровно на две равные половины. В 2025 году медианная зарплата, напомню, зафиксировалась на отметке 54 066 евро в год. Это момент истины для каждого из вас. Если ваш годовой доход до налогов меньше этой суммы, вы официально относитесь вообще к нижней половине работающей Германии. Разрыв между средним и реальным составляет более 10 тысяч евро. И именно этот разрыв наглядно показывает, насколько сильно расслоилось сегодня общество. Чтобы пробиться в верхний эшелон, недостаточно просто хорошо работать. Мы видим, что планка входа в элиту постоянно отодвигается. И сегодня мы разберем, какой именно доход отделяет просто обеспеченного человека от тех, кто действительно существенно влияет на правила игры в немецкой экономике. Чтобы вы не попались на эффект тех красивых отчетов правительства, нужно четко понимать разницу между средней температурой по больнице, как я сказал, и вашей реальной покупательной способностью. Федеральное статистическое управление разделяет эти понятия, чтобы не смешивать доходы, например, кассира и гендиректора корпорации. Арифметическое среднее – это тот показатель, который может вводить в заблуждение. Вы просто складываете все зарплаты в стране и делите на количество людей. Но проблема в том, что сверхдоходы футболистов или топ-менеджеров заметно тянут эту цифру вверх, создавая такое впечатление более высокого общего уровня доходов, чем у большинства населения. А медиана – вот на что стоит смотреть, если вы хотите понимать более реалистичную картину своего места в немецком обществе. Это значение отсекает вот эти вот крайности. Ровно половина работающих в Германии получает больше этой суммы, а другая половина меньше.
Одиночные такие космические гонорары на нее практически вообще не влияют, поэтому медиана и считается одним из самых точных ориентиров для оценки типичного уровня жизни. Давайте разберем это на пальцах, чтобы стало понятнее, как по-разному могут выглядеть цифры в статистике. Представьте отдел, где 5 сотрудников получают по 2000 евро, и их начальник 20 тысяч. Средняя зарплата по бумагам здесь составляет 5000 евро, хотя подавляющее большинство вы видите сотрудников не видите половины этой суммы. Медиана же в этом примере составит честные 2000 евро. Именно вот такой разрыв мы сейчас наблюдаем в масштабах страны. Важно здесь учитывать, что свежие данные D-Studies касаются только тех, кто трудился на полную ставку и отработал в прошлом году не менее 7 месяцев. Это срез рынка труда без учета времени подработок, и именно эти пороговые значения помогают лучше понять, насколько ваш доход близок к среднему уровню или заметно от него отличается. Теперь перейдем к конкретным цифрам, которые определяют ваш статус в немецком обществе. Чтобы официально войти в элитный топ-10% самых высокооплачиваемых сотрудников Германии, ваш годовой доход брутто должен превышать 100 719 евро. Для сравнения, еще год назад этот порог был на 3000 ниже. Если же вы целитесь в высшую лигу, в верхний 1%, готовьтесь подтвердить доход от 219 тысяч евро в год. Но посмотрите на другую сторону. Нижние, всего лишь 10% населения Германии находятся на уровне дохода до 33 800 евро. Это наиболее уязвимый сегмент статистики. Разрыв между обычными доходами и верхним уровнем стал двукратным уже на уровне медианы, которая зафиксировалась на отметке в 54 тысячи евро. И здесь кроется главный нюанс. Даже 100-тысячный доход не делает вас автоматически богатым в глазах немецких банков. При нынешних ценах на недвижимость и инфляции такой заработок скорее устойчивый средний класс, но не уровень крупных активов или значительного капитала. Почему разница между доходами в Германии продолжает расти? На самом деле здесь есть два ключевых фактора. Первый – это сохраняющийся разрыв между Западом и Востоком. Работая в Гамбурге или Мюнхене, вы в среднем получаете на 9422 евро больше, чем на аналогичной позиции в Лейпциге или Дрездене. Второй фактор различия – более высокие доходы сегодня сосредоточены в энергетике и финансовом секторе, где средние зарплаты доходят до 77 тысяч евро в год. В то же время гастрономия и сельское хозяйство остаются в нижней части шкалы с доходом около 35 тысяч евро. Это меньше половины от уровня лидирующих отраслей. Такая структура рынка труда создает ситуацию, где ваша профессия и регион работы могут играть не меньшую роль, чем стаж или личные усилия. На этом у меня все. Следите за своими накоплениями, не забывайте уведомлять военные органы о длительных поездках и помните, в нынешних реалиях цифры в вашем трудовом контракте решат гораздо больше, чем красивые обещания политиков. Спасибо за просмотр.